Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Медомид. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на осмотре тяжелый шведский танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка Эмиль-1. Вот такой вот агрегат, да. Предлагаю, что, конечно же, сразу пойти поглядеть бронирование данного аппарата. Вперед! Итак, Collision модель нашего Эмиля-1. Давайте правильно его поставим. Ну, как-то вот так, наверное. Так, сейчас. Вот так. Сейчас, стоп. Так. Вот так. Во. Вот так будет правильно. И начнем с корпуса. НЛД у нас в приведенке 194, 191, 190. Ну, в целом неплохой НЛД. Потому что если рамбануть уже 228, понятно, что и даже обычными какими-то снарядами будут пробиваться. Но в целом, как для НЛД, все равно иногда что-то зарикошетите, либо не пробьет. ВЛД 194 до 211. Крепко ли это ВЛД? Ну, такое. Крепче, чем НЛД. Ну, господи, ребята. У вас сюда только такие танки, там ИС-6, там, не знаю, Крайслер пробивать не будут. Все остальные вас обычными снарядами будут сорвать. Надгусеничные полки. Вот здесь уже все гораздо круче. Сюда ему лучше не стрелять, рикошеты банально не пробьете. Теперь самое интересное. Башня. У нас тут два наклона, две бронеплиты. Первая основная и боковые щеки, да, назовем их так. И вот правильно поставить, вот так вы его будете видеть, этот танк. Вот прям сейчас поставил, вот так правильно. Снизу 247, 264, щеки 287, 305, ну 300 там. Щеки хороши, тут даже говорить нечего. А вот здесь все зависит от угла входа, конечно, снаряда в эту башню, но в целом крепко. И 8-е левела большинство даже голдой вас сюда пробивать не будут. Но это только 8-е. А вы час на этом танке будете попадать, естественно, против 9-х и 10-х. А вот там вас сюда будут рвать уже обычными снарядами. Даже не голдой будут пробивать. 247, 250. Голду заряд 100% пробьют. Здесь у нас 250, 261. Вверху планочка есть. Вот она. Под углом. Под хорошим. Да, 85 мм, перейденки 261 и система пишет рикошет. Боковое бронирование 35. Крайне не рекомендую пытаться танковать на этом танке от борта. Это делать бессмысленно и бесполезно. Вот. Только в лоб. С броней разобрались, вроде как бы есть броня и в НЛД, и в ВЛД, и даже в башне, но это все только броня против 8-х левелов. 9-е и 10-е вам не друзья, противники я имею в виду. Да, давайте смотреть основные модули. Нам предлагают всего лишь две пушки, стоковая и топовая. Разница у нас в альфе, разница у нас в бронепробитии. Вот, количество снарядов в магазине и барабане одинаковое, да, ДПМ примерно одинаковый, точность топовой пушки получше, время сведения одинаковое. Вот, КД, кстати, между выстрелами 3 секунды, поэтому там супер гнаться за временем сведением не стоит. У нас достаточно долгое КД между выстрелами. Касаемо башни, она здесь одна, других не дано. Обязательно качайте рацию. Тут говорить нечего. 850 метров против 710. И в любом случае это делайте в самый последний момент. Рацию свою качайте. А так, конечно же, двигатель надо качать. Танк очень медленный. Здесь очень мало лошадей. Танк даже на топовом двигателе ни хрена не едет. То есть поставите топовый плюс процентов 15 подвижности вам этот момент даст. Скорость поворота градус секунд на топовой ходовой 26 против 24. Небольшая прибавка. Полевая модернизация. Не качал еще. Буду чуть попозже качать. Но вижу так. Вездеходную ходовую. Здесь открываем огневую мощь. Смотрим, у нас уже 2.91. И я бы так себе на самом деле это бы, может быть, даже и прибавил бы точности до 0.34. Но, честно говоря, это все равно танк ближнего боя, да.
А, Короче, сначала, наверное, лучше попробовать покатать все-таки с притиркой шестерни наведения, либо вот отстройка параллакс. Я здесь сомневаюсь, как буду реально качать. Наверное, все-таки отстройка параллакс. Звукоизоляцию и вторым слотом мы качаем мобильность. Да, танк крайне немобильный, крайне медленный. Вот, поэтому я даже во второй слот поставил себе турбину. В первый поставил обязательно закалку, это все-таки тяжелый танк, и этой пушке обязательно нужен стаб. По снарядам у нас что голда, что основной снаряд, это подколы, летят быстро, 1080 основной снаряд, 1350 летит голда, пробитие 242 и 217 соответственно. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматически. Я доп. Паёк поставил. 3 всего лишь члена экипажа. Да. У нас нету заряжающего. У нас здесь автоматическая система до заряжания находится вот здесь. Вместе со снарядами, так сказать. Вот. По плюсам-минусам машины в целом. Кстати, перки по экипажу сейчас наблюдаете в табличке. Вот. По плюсам-минусам. У нас неплохая пушка, в первую очередь из-за углов вертикальной наводки, а это минус 12. У нас хорошая скорость полета снаряда. У нас, в принципе-то, неплохое бронепробитие. Достаточно неплохая альфа, и у нас барабан на 3 снаряда. Но такой не прям плохое КД между выстрелами, да, в барабане, но и не прям хорошее. То есть его сделали таким. Ни то, ни сё. Это и не 2,5 секунды, да, КД между выстрелами. Но это, в свою очередь, и не 4, и не 5 секунд. 3. Вот. Это первое. Второе. Значит, по разбросу. Как для тяжелых танков у нас достаточно неплохая точность, но жутко долгое сведение. Но поскольку у нас, еще раз повторюсь, между выстрелами 3 секунды, в принципе, можно попробовать сначала полевую модернизацию качнуть на точность, а потом уже попробовать качнуть и на сведение. Так, по живучести 1540, ну, среднее значение. По мобильности с турбиной 54 вперед, 18 назад, 14 лошадей на тонну. Вот, мы его сделали быстрым. По обзору 402 метра, чуть меньше, чем средние показатели по 8 уровню тяжелых танков. Вот. Что хорошего вообще в этом танке? Вот когда вы попадаете на этой машине к 8 левелам, на нем можно играть. Реально можно. И нагибать. Как только вы попадаете к девяткам, к десяткам, вас нещадно рвут. В НЛД, в ВЛД, в башню. То есть вы становитесь, по сути, не тяжелым танком, а средним. И все прекрасно знают, что не надо стесняться. Стреляйте, находясь на 9 уровне, либо на 10 прям в башню. Либо обычным, ну желательно, конечно, голдовым снарядом. И вы, конечно же, эту башню пробьете. Вот, вот такая вот машина. Короче, Эмилий первых не особо уважают в рендоме противники, поэтому едем в бой, погнали, проверим, насколько он хорош. Вперед! Так, господа, обзор боем Эмиль-1. Тяжелый шведский танк 8 левела, проходная прокачиваемая ветка. Да. ДЗшки. Поедем, наверное, на воду пытаться от УВН играть. У нас же чего-то там есть чуть-чуть УВН. В город я не хочу. Арты нет, это хорошо. Поэтому можем себе позволить не в городе прятаться за домиками. Подвижность у него на более-менее сейчас. Прошу прощения. Попил с очком.
Так, пушат агрессивно, да? Нет? Как они на воду падают? Наши по... Один надо поджимать тогда. Нормально вообще. Всю голову разбили уже. На Эмиле. А вот больше нет пробитий. Два-то мы сделали пробитие. Так. Не попали, жал. Жал. Попали. Этот поиграл. Здрасте. Тихо, тихо. Готов. Хорошо. Хорошо. Жудас отошел. 100%. Кустики свои. У нас как-то в городе все там не очень хорошо.
Конвейчик нашелся. В ангар конвейчик. Поехали дальше. Заряжаем пушку. Аккуратненько. 200 суммы есть, да? А я МКД. Такой гражданин. И не один. Все, добре. Добре. О, хорошо, что на КД не ушел. Ребят, 2700 плюс 505. 3200 сумма. Нормально. Все, победа 15-5. Нормально, правильно сделали, что поехали на воду. Но в целом все равно еще раз повторюсь, что Эмиль-1 прошибается прям в башню, особенно голдой, на ура. Поэтому на нем надо ездить крайне аккуратно, учитывая, что и корпус у него достаточно мягкий. Как по мне, достаточно тяжелая все равно машина, учитывая, что в башне не так уж прям сильно много брони, да, как хотелось бы. В целом играбельная. Вот 3-е место мы по урону заняли. Играли на голде преимущественно, но в плюсе. Вся далее ветка шведских тяжелых танков еще становится более интересной. Это первая ласточка, да, на 8-м левеле. Поэтому, ребят, пишите свои комментарии, у кого есть в ангаре такой танк, как он вам в целом, какой вы на нем используете оборудование. Как по мне, машина спорная. Вот такая. Вроде и надеясь на броню в башне, на самом деле все прошивается вполне себе даже легко. Вот. По 5-бальной системе танку ставим как минимум 4 с минусом. Вот. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.